Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом приготовления очень вкусного и ароматного хлеба, чем-то похож на матнакаш, либо на узбекскую лепешку. Почти 100% вкуса хорошего хлеба зависит от правильно выбранной муки. Я использую золотую манитобу от Caputo, и чтобы белок был не менее 14% в составе. На самом деле можно подобрать и аналоги, я посмотрела, это может быть, к примеру, Добродея или же Goodwill, но смотрите, чтобы был высший сорт и не меньше, чем 14% белка, повторюсь. Высыпаю все сразу в тяжу миксера и наливаю туда следом теплую воду. Муку не обязательно просеивать, если хотите, можете это сделать. И сразу уточняю еще раз, я замешиваю в планетарном миксере с насадкой крюк. Если хотите, можете делать все это и вручную, просто тут понадобится больше силы и времени, где-то минут на 5-7 дольше. Следом добавляем соль, сахар и сухие дрожжи. Растительное масло оставим на конец, 10 минут будем замешивать, следом выльем уже растительное масло. Вот так выглядит тесто в начале замешивания. Не добавляйте воду, ее хватает. Тесто немножко разойдется в процессе вымешивания. 10 минут вымешиваем и следом добавляем растительное масло и вымешиваем еще 5 минут. Мешаю сразу примерно на скорости выше, чем средняя. Если вы замешиваете на планетарном миксере, обратите внимание, стенки и дно самой тяжи миксера должны оставаться чистыми, а тесто полностью висеть на крюке. Глубокую посуду и также рабочую поверхность стола немножко смазываем растительным маслом. Тесто обминаем где-то 1 минутку и формируем плотный шарик. Нам это нужно, чтобы создать дополнительное натяжение и также, чтобы в тесте лучше вырабатывался глютен. Как только вы шарик хорошо сформируете, сразу перекладывайте в глубокую миску, которая у вас уже смазана растительным маслом, накрывайте пищевой пленкой и оставляйте в теплом месте на 1 час. Обратите внимание, как выглядит хорошо вымешанное тесто. Тоненькая-тоненькая корочка сверху и внутри маленькие пузырики. Немаловажный момент, смотрите, на что я хочу обратить внимание. Выпекать я буду на пекарском камне. У меня он совершенно не толстый, не больше, чем ширина 1 пальца. И диаметр довольно большой, примерно где-то 35 сантиметров. Уже ориентируйтесь по своей духовке. Если у вас нет такого камня, можете смело взять, к примеру, противень и накалять его хорошенько и на нем уже выпекать. Тесто после часа выглядит вот так, следующим образом. Снимаем пленку, опять смазываем рабочую поверхность маслом и немножко нужно обмять тесто. Этот процесс, когда вы обминаете первый раз тесто, с тестом работать просто одно удовольствие. Оно становится мега пышным, мягким и податливым. В этот именно момент, если у вас есть пекарский камень, ставим в духовку его и разогреваем на максимальной мощности. То есть у меня это 250 градусов вверх-вниз. И разогреваем 1 час. И за это время 1 час, но у меня на самом деле уходит примерно 40 минут, тесто дополнительно еще должно подойти. Следующим этапом что мы делаем? Нужно разрезать тесто на 3 равных кусочка и хорошо их сформировать в плотные шарики и дать им постоять 20 минут. То есть, повторюсь, тесто само у меня еще где-то стоит на второй расстойке 40 минут и 20 минут сами шарики. За это время час разогревается сам камень и потом приступаю уже к приготовлению.
Стол припыляем мукой и формируем руками лепешку. Не делайте чересчур ее тонкими, но и учтите тот факт, что лепешка слегка уменьшится в диаметре после выпекания. Она очень обильно растет в размере и буквально хватает 6 минут, и лепешка уже готова. Беру просто ручками и сначала немножко в центре и по бокам формирую вот таким движением лепешку немножко. Скалкой не обязательно пользоваться. Потом беру и на весу слегка вытягиваю. В центре делаю дырочку. Первая лепешка пошла в духовку на камень аккуратно, чтобы не обожечься. Выпекаем при максимальной мощности 250 градусов у меня. На среднем уровне у меня стоит сам камень и жар сверху и внизу. 6 минут и этого достаточно. Пока печется, сразу приготавливаю вторую лепешку. Чтобы лепешка стала еще вкуснее, мякиш стабилизировался, лепешка стала еще мягче и где-то еще ароматнее, лучше накрыть каким-то полотенцем, либо положить герметичный пакет, казан, либо просто в кастрюлю и где-то дать их там остыть минут 5-10 и потом уже кушать. Получается неимоверно вкусный хлеб. Настоятельно рекомендую вам приготовить, и мне будет очень приятно услышать и прочитать ваше мнение в комментариях. Спасибо вам за просмотр этого видеоролика. Пишите ваши отзывы, какие вопросы у вас возникли, я постараюсь ответить. Благодарю вас за подписку на канал, если вы этого еще не сделали, подписывайтесь. Желаю приятного аппетита и до скорой встречи!